Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, максимальный позитив вам в хату. Давайте посмотрим обзор рынка. Что у нас здесь творится? Ну, биток 1%, эфириум, смотрите, минус 3,4. Ну, это просто какой-то нонсенс. Это просто какой-то нонсенс. Это просто. Что творится с этим эфириумом? Что это за... Я не знаю, это просто уму непостижимо. Если посмотреть глобально на месячный график эфириума, это просто капец. За неделю у нас некоторые альткоины зашевелились. На дневке вчера у нас была небольшая коррекция. Золото у нас прибавило опять же. И на часе мы видим то, что опять есть какое-то шевеление. Панкейк, Пепе немножко дала, золото, Polygon Matic, Dogecoin. В принципе, капитализация держится 2 триллиона 750, но это совсем не то. У нас была максимальная капа, это 3 триллиона 700 миллиардов долларов. Пиксель у нас вот в топе сейчас у нас выстрелил на 50%. Аудио выстрелило на 30%. Биточек 1% дал, форткоин 12%. Далее, DXY у нас продолжает падать. Мы уже буквально вчера шлепнулись с таким небольшим гэпом, и по всей видимости здесь у нас будет какая-то проторговка. Потому как гэпы обычно зачастую проторговываются. Ну, может быть такое, что будут рисовать такую вот структуру. Восходящий канал. Посмотрим. Может его здесь вот так вот отрисуют. Проторгуют его этот гэп. Он хоть и небольшой, но все равно могут проторговать. Канал здесь могут отрисовать. В принципе, было бы неплохо увидеть еще движение, ну хотя бы в диапазоне 96 пунктов. Это было бы вообще замечательно. Из всех криптоактивов на этом цикле у нас четко держится биток. Соточку пошел хорошо. Solana тоже неплохо пошла на 290 долларов, но сильно откатила, потеряла минус 3 икса. Но самое четко держится это BNB. Это просто вообще актив неубиваемый. Но его понятно, что поддерживает самая биржа, и там плюс подогревают стейкинг, ланчпады, ланчпулы. Здесь у нас есть инвесторы, 12 инвесторов, Sequoia Capital. Даже Google сюда проинвестировали, офигеть. Инвестиции 4000 иксов. 4000 иксов. Вот это вот инвестиции. Если посмотреть глобально на график, то BNB вообще четко даже особо не пострадала. И такое ощущение, что вроде бы ее как будто бы откупают дальше. Торгуемся мы сейчас в таком вот нисходящем канале. А нисходящие каналы это у нас всегда бычий такой вот паттерн. Вот, нисходящий канал, и я думаю, что будут его пробивать. Если мы посмотрим на месяце, вот так на месяце, то у нас здесь сильнейшие откупы. Фитили, 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 постоянно кто-то его откупает, BNB. Может быть сама команда, они само собой еще не только откупают, они сжигают данные монетки, часто очень сжигают, поддерживают токен. Правда, одно смущает то, что мы выросли на вот такой вот сильнейшей палке, без проторговки. Может, когда-то сюда и придем проторговываться, а может и нет. Но если мы сюда и придем в диапазон 40-50 долларов, ну это будет полнейшее разочарование. И по всей видимости, вот эта зона была не накопление, а распределение. И здесь, конечно же, будет бритва знатная. BNB у меня был, я его продавал. Ну, в принципе, по той самой цене, что он сейчас стоит, по такой же самой я цене его и продавал. Эфириум. Эфириум, ну это просто трэш. Это просто трэшамба какая-то. Самая натуральная трэшамба. На 4-часовике такая вот у нас волатильность. Здесь такой вот у нас, здесь такой вот фитиль у нас оставили. Очень сильнейшую слабость показывает эфириум. Сегодня эфириум относительно битка обновил свой лой. Вот, ну тупо не растем. Тупо не растет эфир. Тупо вообще не растет. И если мы посмотрим на недельке, это все выглядит вот так вот. Это выглядит как скам. Вот у нас пик бычьего рынка
Ну, цена эфириума это просто нонсенс. Да, у нас здесь был рост, коррекция, проторговка, опять рост. Ну, хотя бы скорректировали диапазон 2700. Хотя бы 2700, боковичок, вот так вот боковичок, и дальше пошли там на перехай, там сюда вот было бы четко. Но вот это вот падение, которое у нас произошло в конце февраля, ну это я не знаю, как мы будем его пробивать. Нисходящая трендовая линия, вообще даже тут нету никаких намеков на то, чтобы мы ее, ну не знаю. Ну если на недельке здесь подкорректировать, посмотреть можно вот так все это дело. Так, выставим давайте тренд. Ну вот еще здесь, наверное, до середины мая будут топтаться возле этой трендовой линии. Но если посмотреть на месяц, это вообще нонсенс. На месяце здесь у нас самая натуральная медвежка по эфириуму. Смотрите, раз, два, три, четыре, 5 месяцев красных. 5 красных месяцев. У нас такое было, ну, на истории эфириума только было в 2018 году. Вот здесь вот раз, два, три, четыре, 5, 6, 7 месяцев красных было. Ну и тут, конечно же, ну тут, правда, у нас были зеленые месяцы. Тут 3, тоже 5 месяцев красных. И они разделялись 2 месяцами зелеными. Это у нас погружение на медвежку. И, в принципе, 2 было зеленых месяца. Ну здесь я не знаю. Вот как здесь восстанавливать все вот это вот дело. Ну разве что может будет такая вот ситуация, как было в 2021 году летом. Апрель, май, вот июнь. Падение, все это дело поглотилось и быстренько восстановилось. Разве что так. Посмотрим, в принципе. Но ситуация не очень хорошая. Также эфир относительно биткоина. Сегодня отрисовал новый лой, поставил. Смотрим. Уже 17.96. 17.96 и мы падали на 17.64. Вот, буквально здесь 18 было. Но это тоже просто трэш полный. Сейчас, конечно же, многие переливаются. На дневке неплохо мы здесь, на 4-часовике неплохо разгрузились. На дневке по стохастику падаем. Есть еще куда падать по стохастику. Ну и тут, если посмотреть, моя точка входа, это был ноябрь, то уже нужно мне 2 икса, чтобы вернуть мои битки обратно. Смотрите, 2 икса. Я здесь заходил на 2 икса, чтобы раскачать биток. Просто тупо раскачать биток на 2 икса. Перелил биток в эфириум. Вот, пожалуйста. Минус 50% по позиции. Минус 50%. Ну это просто трэш. Казалось бы, ну здесь уже все будет, уже, наверное, все-таки уже падение состоялось. Сейчас у нас коррекция составляет, здесь смотрим, 80%. 80% коррекции. Это просто трэш. Золото в этот момент просто-напросто улетает на новые свои хаи. 3500. 3500 долларов за унцию. Это капец, вся ювелирка подорожает. Наши дамочки будут, конечно же, очень рады. То, что крипта не растет, а золото растет. Ну и, конечно же, новые побрякушки им не купишь. Это у нас электронное золото. Давайте посмотрим график. Вот, пожалуйста, смотрите. Фитиль мы проторговали. Даже мы его и не торговали, этот фитиль. А тут на недельке буквально мы улетели сюда. Да, вот за недельку мы улетели. Ну, по золоту, конечно же, я такого тренда даже на графике не видел. Здесь уже наклевывается медвежка. Вот что. Но покупать с текущих золота это будет неправильно. Шортить тоже лучше туда не лезть. Выбьют шорты, мама не горюй. Может быть такое, что золото еще будет расти вплоть до 4000 долларов. Может быть такое. Ну и если мы уйдем на медвежку, то на золоте медвежка длительная. Там 3, 4, 5 лет может быть. Так что будьте очень внимательны. Лучше просто там накапливать какую-то ювелирку.
Если покупали где-то здесь, это как долгосрочная инвестиция, можно ее удерживать, вообще ничего с ней не делать. Как только появится какая-то волатильность здесь, то тогда можно будет задуматься, там какую-то часть продать, чтобы откупить ниже. Но на палке зачастую лучше не продавать. Они могут его пульнуть вплоть даже до 4000, вот так сюда потянуть. А потом здесь начнут это все дело двигать. И сюда мы даже можем уже и не вернуться. Потому как золото это золото. И если на золоте коррекция, то она проходит где-то буквально 20-25%, смотрите. Ну и мы придем вот сюда вот примерно. 3300, так. Так что с текущих продавать золото, я думаю, что не стоит. Ну, у каждого свои, конечно же, цели. Здесь был сигнал на покупку. Вот он был буквально сентябрь 2024 года. Я думаю, что сюда золото могут дотянуть. Посмотрим, в принципе. Притом у нас не очень хорошо в мире, а когда не очень хорошо в мире, это самый защитный актив в мире, это золото. Плюс оно везде используется, оно нужно. Вот, в принципе, вот так вот. Что касательно по сообщениям. Я здесь все сообщения читаю. Итак, будем проводить розыгрыш раз в 2 недельки. Что для этого требуется? Я буду разыгрывать $100 среди 5 человек. Для вас требуются какие условия? Регистрация на бирже BinX. Ссылка на данную биржу есть в описании под видео. Быть моим рефералом. Подписанным, конечно же, в телегу. Подписанным в ютубе. Поставить комментарий. И под видео нужно UID записать с биржи BinX. Но будут разыгрываться средства только среди тех участников, кто является именно моим рефералом. Если вы не являетесь рефералом, то welcome, можете зарегистрироваться повторно. В принципе, вот так вот. Буду розыгрыш проводить раз в 2 недельки. Посмотрим, что у нас получится. На данной прекрасной ноте, наверное, будем заканчивать. Ну, рынок так себе находится в не очень плохом состоянии, потому как криптоэнтузиасты, у нас биточек довольно-таки неплохо держится. И уже, конечно же, все забыли за биток, но биток у нас пробил нисходящий тренд. Мы с вами это дело все рассматривали, давайте мы посмотрим. Смотрите, на месяце хорошее поглощение, зеленое, четкий зеленый месяц. Это очень хорошо. Притом, у нас зачастую идет завершающаяся фаза рынка, как только после халвинга битка проходит 360 дней. Вот у нас 360 дней прошли. Все, мы идем уже в завершающейся фазе рынка. И эта фаза эйфории должна быть. Но мы еще пока что не видим. Я думаю, что будет у нас расти биток. Все у нас будет хорошо. На месяце мы поглощаем. Потихоньку ползем вверх. Дай бог. 3 недели роста. Нисходящий клин пробит. Черный нисходящий клин пробит. И, конечно же, идет закрепление. Мы здесь уже закрепляемся. Также у нас здесь рисуют перевернутую голову плечи. Может быть такое, что мы увидим движение даже в диапазон $90 тысяч. Но как только мы придем в диапазон $90 тысяч и здесь закрепимся, у нас будет сломлена нисходящая структура по биткоину. Будут восходящиеся максимумы и восходящиеся минимумы. Образуется новый канал восходящий. Сейчас у нас есть некий блок сопротивления, мы в него строго вчера ударили и откатили. И, в принципе, восходящий канал у нас будет примерно вот так вот формироваться. Примерно вот так вот. Я думаю, что вы поняли всю суть. 69 пока у нас здесь недостигаемая зона. И это хорошо, потому как если бы мы ушли бы ниже, чем 70, диапазон 69, это было бы медвежка. Конечно же, здесь все у нас очень медленно происходит, быстро все не проходит у нас. Рынок тяжелый уже стал, более такой накачанный. Нужно набраться терпения. Также у нас есть сигнал на покупку. Хэш Ribbon дал сигнал на покупку. Буквально это было 24 марта.
24 марта сигнал был на покупку. Спустя зачастую, как только хэш-риббон дает сигнал на покупку, спустя месяц-два у нас начинается движение. Здесь вот аналогичная ситуация. Хэш-риббон дал сигнал на покупку, месяц-два началось движение. Здесь аналогичная ситуация. Хэш-риббон дал сигнал на покупку, месяц-два восходящее движение. Так что набираемся терпения. Я думаю, что будет лето жаркое, как в Африке. Вот, в принципе, вот так вот. Ну что, криптоэнтузиасты, на данной прекрасной ноте будем заканчивать. Будем проводить розыгрыши. Условия для розыгрыша — это быть моим рефералом на бирже BinX, писать комментарий в YouTube, писать ваш UID и, конечно же, быть зарегистрированным в телеге. Будем проводить, посмотрим, что у нас получится. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.